агностицизм. Как писал Роберт Антон Уилсон, важно избавиться от бессознательного догматизма, который заставляет людей думать, что их взгляд на реальность – единственный разумный взгляд на мир. Если человек может видеть вещи только в соответствии со своей собственной системой убеждений, ему суждено стать практически глухим, немым и слепым. Агностицизм – это философская концепция, согласно которой существование Бога, божественного или сверхъестественного неизвестно или непостижимо. Другое определение заключается в том, что человеческий разум не способен предоставить достаточные рациональные основания для того, чтобы указать на то, что Бог существует или что Бога не существует. Также можно сказать, что агностицизм – это мнение о том, что природу вещей невозможно постичь, или что агностицизм – это мировоззрение, которое подчеркивает ограниченность человеческих знаний. Томас Генри Гексли ввел слово «агностик» в 1869 году. Более ранние мыслители писали работы, распространявшие агностические точки зрения. К таким мыслителям относятся Санджая Белатипута, индийский философ, который выражал агностицизм в отношении загробной жизни, Протагор, греческий философ, который выражал агностицизм по поводу существования богов. Протагор утверждал: «О богах я не имею возможности знать, ни о том, что они есть, ни о том, что их нет, не о том, как они выглядят, потому что есть многое, что мешает такому знанию, непостижимость и то, что жизнь человека коротка». Агностические настроения, по-видимому, были распространены среди людей в период ранней Римской империи. Параллельно с началом раннего христианства Петроний в своем древнеримском романе «Сатирикон» писал: «Никто больше не верит в рай, никто не соблюдает пост, никому нет дела до Юпитера, все закрывают глаза и считают только свои деньги». На протяжении всей истории индуизма существовала сильная традиция философских спекуляций и скептицизма. Ригведа – собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. Ригведа входит в число 4 индуистских религиозных текстов, известных как Веды. Придерживается агностического взгляда на фундаментальный вопрос о том, как были созданы Вселенная и боги. Насадия Сукта, гимн творения, гимн сотворения, в 10 главе Ригведы гласит: «Но в конце концов, кто знает и кто может сказать, откуда все это взялось и как произошло сотворение мира? Сами боги появились позже сотворения мира, так что кто действительно знает, откуда все возникло, откуда творение появилось, то ли само себя создало, то ли нет? Тот, кто обозревает все это с высочайших небес, он знает или, может быть, даже и не знает». Аристотель, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Рене Декарт. Можете обратить внимание, про Рене Декарта есть видео на канале, я оставлю ссылку. И Курт Фридрих Гёдель представили аргументы, пытающиеся рационально доказать существование Бога. Скептический эмпиризм Дэвида Юма, антиномии Иммануила Канта и экзистенциальная философия Сёрена Кierkegaard или Кierкегора или Кьеркегора убедили многих более поздних философов отказаться от подобного рода попыток искать аргументы, считая невозможным построить какое-либо неопровержимое доказательство существования или несуществования Бога. Можете обратить внимание, про Юма и Кьеркегора или Кьеркегора или Кьеркегора есть видео на канале, я оставлю ссылки.
Чарльз Дарвин – английский натуралист, геолог и биолог, наиболее известный своим вкладом в науку об эволюции. Он пришел к выводу и обосновал идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. Его утверждение о том, что все виды живых организмов происходят от общих предков, в настоящее время широко признано и считается фундаментальной концепцией в науке. По поводу веры Дарвин заявлял, что было бы абсурдно сомневаться в том, что человек может быть ярым теистом и эволюционистом одновременно. Несмотря на сдержанность в своих религиозных взглядах, он писал, что «я никогда не был атеистом в смысле отрицания существования Бога. Я думаю, что в целом агностик было бы наиболее правильным описанием моего душевного состояния». Агностические взгляды также стары, как и философский скептицизм, но термины агностика и агностицизм были введены Гексли. Уильям Стюарт Росс отстаивал агностицизм в противовес атеизму как открытое духовное исследование. Росс утверждал, что агностицизм – это полная противоположность атеизму. Бертран Рассел, про Бертрана Рассела есть видео на канале, я оставлю ссылку, призывает твердо стоять на своих ногах и честно смотреть на мир с бесстрашием и свободным интеллектом. Рассел утверждал, как философ, если бы я выступал перед чисто философской аудиторией, я бы сказал, что мне следовало бы назвать себя агностиком, потому что я не думаю, что существует убедительный аргумент, с помощью которого можно доказать, что Бога нет. С другой стороны, если я хочу произвести правильное впечатление на обычного обывателя, я думаю, что должен сказать, что я атеист. В эссе 1953 года Рассел заявлял, агностик считает невозможным познать истину по таким вопросам, как Бог и будущая жизнь, которыми занимаются христианство и другие религии. Являются ли агностики атеистами? Нет, атеист, как и христианин, считает, что мы можем знать, есть Бог или нет. Христианин считает, что мы можем знать, что Бог есть. Атеист, что мы можем знать, что его нет. Агностик приостанавливает суждение, говоря, что нет достаточных оснований ни для положительного утверждения, ни для отрицания. Позже в эссе Рассел добавил: «Я думаю, что если бы я услышал голос с неба, предсказывающий все, что должно произойти со мной в течение следующих 24 часов, включая события, которые казались бы крайне невероятными, и если бы все эти события затем произошли, я, возможно, был бы убежден, по крайней мере, в существовании некоего сверхчеловеческого разума». Роберт Грин Ингерсол – американский юрист, публицист и оратор. Ингерсол писал: «Я верю, что бесконечными объятиями природа охватывает все, что нет никакого вмешательства, никаких шансов, что за каждым событием стоят необходимые и бесчисленные причины, и что за каждым событием будут и должны быть необходимые и бесчисленные следствия. Есть ли Бог? Я не знаю. Бессмертен ли человек? Я не знаю. Одно я знаю точно, и это то, что ни надежда, ни страх, ни вера, ни отрицание не могут изменить этот факт. Все так, как есть, и все будет так, как должно быть». Бернард Идингс Белл – американский священник и писатель. Он высоко оценивает необходимость агностицизма, указывая, что агностицизм всегда был и есть временное мышление, которое строго ставило и ставит под сомнение истины определенной эпохи, сегодняшней эпохи, включая то, как человек верит в Бога. Его мнение о Роберте Ингерсоле и Томасе Пейне, можете обратить внимание, про Томаса Пейна есть видео на канале, я оставлю ссылку, состояло в том, что он считает, что они не осуждали истинное христианство, а скорее его грубое извращение. Часть недопонимания всегда проистекала из незнания концепции Бога, религии. Исторически сложилось так, что Бог – это сила, которая управляет жизнями людей и внушает восхищение, любовь, страх, почтение и так далее, а религия является практикой понимания этого.
Белл считает гуманистом человека, который не может справедливо игнорировать другие способы познания. Однако гуманизм, как и агностицизм, также временное явление, и он излагает еще следующий тезис. Истина не может быть обнаружена путем рассуждений, основанных только на научных данных. Неудовлетворенность современных людей жизнью является результатом зависимости от таких неполных данных. Наша способность рассуждать – это не способ открыть истину, а скорее способ разумно организовать наши знания и опыт. Без полноценного человеческого восприятия мира разум человека склонен вести все в неверном направлении. Помимо того, что можно измерить с помощью научных инструментов, существуют и другие типы восприятия, такие как способность познавать другого человека через любовь. Чью-то любовь нельзя препарировать или заносить в научный журнал. Это показывает нам неопределимую реальность, которая, тем не менее, является интимной и личной, и она раскрывает качества более прекрасные и правдивые, чем могут предоставить отдельные факты. Быть религиозным в христианском смысле значит жить для всей реальности Бога, а не для небольшой части богов. Только рассматривая всю эту реальность как личность добрую, истинную и совершенную, а не как безличную силу, мы можем приблизиться к истине. Абсолютного человека можно любить, но космическую силу нельзя. Ученый может открыть только второстепенные истины, но влюбленный способен докопаться до истины. Есть много причин верить в Бога, но их недостаточно для того, чтобы агностик стал теистом. Недостаточно верить в древнюю священную книгу, даже если ее точно и беспристрастно проанализировать, и она окажется более достоверной, достойной восхищения, чем то, чему нас учат. Недостаточно верить по причине, что на протяжении всей истории миллионы людей приходили к целостной реальности только через религиозный опыт. Вышеупомянутые причины могут подогреть интерес к религии, но они неубедительны. Однако, если кто-то в качестве эксперимента предположит, что Бог на самом деле является познаваемой, любящей личностью, а затем будет жить в соответствии с этой религией, он или она внезапно столкнутся лицом к лицу с ранее неизвестными переживаниями. Жизнь человека становится наполненной, осмысленной и бесстрашной перед лицом смерти. Она не бросает вызов разуму, но превосходит его, поскольку Бог был познан через любовь, молитвы, общение и преданность. Это имеет значение. Они создают порядок в жизни человека, постоянно обновляя недостающую часть, которая ранее казалась потерянной. Они дают человеку возможность быть сострадательным и смиренным, а не недалеким или высокомерным. Ни одна истина не должна отрицаться прямо, но все должно быть подвергнуто сомнению. Наука раскрывает постоянно растущее видение нашей Вселенной. Разум состоит в том, чтобы ему доверяли и его культивировали. Верить в Бога значит не отказываться от разума или отрицать научные факты, а шагнуть в неизвестное и открыть для себя полноту жизни.